Что происходит, дамы и господа? Это то, что мы хотим знать, и я должен задаться вопросом, предвкушение ли это? Надеюсь, это произойдет до конца месяца, а сейчас мы приближаемся ко второй, последней неделе марта. Так что у меня такое ощущение, что мы можем получить что-то либо на этой неделе, либо в начале следующей недели. Так что это определенно то, на что стоит посмотреть, надеюсь, до конца. На это стоит посмотреть и поблагодарить Элеонору Терет за это и Ковбоя Крипто за то, что поделились этим. Здесь обсуждается решение суда в упрощенном порядке. Мы рассматриваем это в любой день. И вы должны задаться вопросом, повлияет ли это на цену из-за надвигающегося судебного решения и решения, которого мы ждем. Прямо здесь Синди Янг с радостью объявляет о партнерстве Ripple с благотворительной организацией GeoGash. Здесь говорится, что теперь Ripple является основным некоммерческим партнером в Великобритании. Мы верим в силу блокчейна для создания позитивных изменений. Это отличный пример того, как мы можем использовать наши ресурсы для поддержки детей, находящихся на лечении от рака, и их семей. Какое замечательное дело они делают. Мне безумно нравится это слышать. Именно поэтому я и хотел поделиться с вами. Coinbase подает петицию в SEC с объяснением того, что размещение ставок не является ценными бумагами. Вы можете поспорить, что один из них обратится в суд. Я могу вам сказать. Вы можете поспорить, что один из них обратится в суд прямо там. Это снова из ковбойской криптографии. И что здесь интересно, мы знаем о рекламе, которую разместила Coinbase, которая действительно похожа на обновленную версию рекламы Ripple, которую они сделали год или два назад. Но тем не менее я отвлекся. Здесь также интересно проследить и соединить точки над «и», не так ли? Дело в том, что Coinbase сотрудничает с банком Cross River. Так что теперь Circle также сотрудничает с банком Cross River. Coinbase и Ripple сотрудничают с банком Cross River. Circle также расширила связи с Бни Мелоном, их бывшим председателем правления в течение 25 лет в Полы Sign Now. И мы знаем, что работа Тима Кинни, когда он был в Бни Мелон, действительно заключалась в надзоре за 1/4 мировых активов глобальных активов, существующих на планете для Бни Мелон. Сейчас он в Палисайде, так что я позволю вам посчитать по этому поводу. У меня дома это такая математика, в которой нет букв. Я говорю это потому, что считаю, что доллар США действительно готов стать новым цифровым долларом США для Соединенных Штатов. И если это правда, то США на самом деле не отстают, а на самом деле опережают нас на несколько световых лет, но они делают это прямо у нас на глазах. И я скажу вам, что есть веская причина, по которой все это связано с банком Cross River здесь для автоматического расчета. Я действительно верю, что, возможно, мы наблюдаем за тем, как здесь создается ранее система для цифровых активов. Подумайте об этом, Coinbase и Exchange, не так ли? Полы подписала контракт на хранение Cross River Bank. Вы начинаете понимать, какая степень разделения здесь необходима. Это довольно интересно. Тем временем гигант стейблкоинов Circle Internet планирует разместить свою европейскую штаб-квартиру в Париже. Если вы помните, Circle также запустила стейблкоин в евро, и теперь они ищут штаб-квартиру во Франции именно для этого. И пока все это происходит, мы не можем забывать о геополитической стороне этого дела, о деятельности Центрального банка, о том, что происходит по всей планете, пока все это происходит. Это не является взаимоисключающим по отношению к тому, что происходит с денежной системой, печатанием денег центральными банками. Кристин Легард собирается подтвердить это прямо сейчас, объясняя вам, что они должны начать экспериментировать с CBD, чтобы оставаться актуальными. Я говорил об этом в течение многих лет, и теперь президент Европейского центрального банка говорит это всем нам. В каком положении мы находимся, руководители центральных банков? Мы выступаем в качестве монетарного якоря по отношению к коммерческим банкам и частным деньгам. Если мы не будем участвовать в этой игре, если мы не будем участвовать в экспериментах, в инновациях с точки зрения цифровых денег Центрального банка, мы рискуем потерять роль якоря, которую мы играли на протяжении многих десятилетий. Она называет это якорем. Я называю это релевантностью, властью, контролем. Но ей нравится называть это якорем, потому что, по ее словам, это якорь для нас. И у нас есть исторические примеры того периода, когда монетарного якоря Центрального банка не существовало. И это ускорило кризис за кризисом. Это, безусловно, имело место во времена свободного банковского дела в XIX веке. Хотим ли мы вернуться в те времена? О, не бойтесь, не так ли? Хотим ли мы вернуться в те дни? Я не знаю, Кристина. То, что так сильно отличается от тех дней по сравнению с нынешними, заключается в том, что у нас наблюдается циклический эффект,
каждые 10-12 лет экономика все равно терпит крах. Так что разница лишь в том, что вы делаете это на свои деньги, а не мы наблюдаем, как это происходит на частные деньги. Скорее всего, нет. Я бы сказала, что с нашей точки зрения определенно нет. В результате чего нам приходится реагировать на спрос на эти цифровые платежи, чтобы сохранить ту роль якоря, которую мы регулярно выполняем. Вот оно прямо перед вами. Я говорю вам об этом, она говорит вам об этом, а затем, чтобы оставаться в курсе того, как продвигаются платежи в цифровом мире, все это происходит у нас на глазах. Для некоторых из нас это недостаточно быстро. Но я скажу вам прямо здесь. Мы получаем больше информации о платежных сообщениях в рамках стандартизации всей отрасли платежных сообщений. Это верно. Мы говорим о переходе на стандарт ISO 2022 для второй цели, которая в настоящее время работает в обычном режиме. Однако данные за вчерашний день еще не были загружены в хранилище данных ДВ. Система Юра принимает все необходимые меры для того, чтобы загрузить данные в ДВ как можно скорее. И это со стороны Европы. Компания Payments Canada представляет сообщение стандарта ISO 2022 для платежей с высокой стоимостью в Канаде со ссылками на цитату стандарта ISO 2022, которые будут способствовать внедрению новых финансовых продуктов и услуг для потребителей и предприятий по всей Канаде. Вот это действительно волнует меня, потому что это переходный этап. Они ясно дали понять, что это поэтапная операция, такая же, как и все, что мы видели на сегодняшний день. И, честно говоря, то, что мы здесь действительно видим, это открытая дверь для стандартизации. Эта стандартизация, это единообразие откроют двери для возможности не только более глубокого сбора данных в этих сообщениях, но и обогащения глубокого сбора данных в этих сообщениях. Но это также откроет им двери для того, чтобы они могли внедрять кодирование и ценностное предложение, которые сопровождают сообщения, в том числе с использованием цифровых активов. И это будет захватывающе наблюдать по мере того, как мы будем проходить то, что SWIFT называет фазой сосуществования со старыми платежными системами и системой обмена сообщениями. Леди и джентльмены, вот это служит напоминанием о том, насколько велика важность цифровых платежей. Это как бы говорит о том, чтобы не потерять макрос для всех нас. Речь идет не о криптографии. Речь идет о маркировке мира и переходе в новую цифровую эпоху, когда мы можем повысить ценность того, как мы перемещаем электронную почту. Понимая, что коалиция БРИКС на самом деле составляет 3,2 миллиарда человек из всего населения мира. Однако Большая Семерка насчитывает всего лишь 777 миллионов человек. И это даже не считая природных ресурсов, существующих во всех странах коалиции БРИКС, которые также составляют огромную долю в процентном отношении. Я хочу воспроизвести для вас сейчас этот клип, в котором Энди Шекман беседует с Робертом Кийосаки о статусе мировой резервной валюты, о том, что на кону стоит доллар США, и о понимании того, что коалиция БРИКС пытается сделать с численностью своего населения, объединившись в коалицию и добавив СССР за эту коалицию. Мы знаем, что Саудовская Аравия заявила, что у них есть меморандум о взаимопонимании на сумму 15 миллиардов долларов, который представляет собой меморандум о взаимопонимании. Если вы понимаете, что такое меморандум о взаимопонимании, это означает, что мы заключаем соглашение на сумму 15 миллиардов долларов. И если вы будете делать то, что говорите, а я буду делать то, что говорю, мы ляжем вместе в постель и займемся бизнесом, а это значит объединить усилия. Послушайте, что здесь говорит Энди Шекман. Тот факт, что до нас доходят слухи о том, что Австралия, Новая Зеландия и Япония движутся в этом направлении, это просто еще один гвоздь в крышку гроба западного близнеца. Это очень важно. Это очень важно. И да, если вдруг большая часть мира начнет торговать новой расчетной валютой и доллар обесценится, либо США придется развернуться и сделать что-то свое с возвратом золота. Как мы говорили ранее, специальные права заимствования Международного валютного фонда на золото, или мы начнем игру, чтобы торговать с большинством стран мира. Оплата будет произведена в новой валюте. Это тот факт, о котором мы слышали. Он поднимает несколько замечательных вопросов о том, что произошло бы, если бы вы увидели действительно огромный катастрофический сдвиг в том, что все эти разные страны отказываются от доллара США. Я всегда задавал вопрос, что происходит с держателями облигаций. Потому что в настоящее время, как бы плохо сейчас не выглядели дела, одними из лучших активов, которые есть в портфелях стран по всему миру, по-прежнему являются казначейские облигации США.
Так что же это значит для всех нас? На этот вопрос еще предстоит ответить. Но я думаю, что если вы собираетесь говорить о том, чтобы сделать что-то в рамках большого события Catalyst Black Swan, вам придется иметь дело с держателями облигаций, у которых есть долг США, независимо от того, являются ли они поклонниками американского доллара или нет. А теперь, учитывая сказанное, давайте вернемся сюда и поговорим о том, что происходит с прайсом. Технически аналитик Dark Defender говорит: «Я признаю, что у меня волшебные руки». А кликните его. Он говорит, что здесь мы смотрим на 42 цента, на которых мы сейчас находимся. Но вы можете видеть, что у него здесь было с фракталом, показывающим, что мы могли бы подняться выше 50 центов. А затем немного отступить и, возможно, перейти к пятому этапу, который может поднять нас выше 60 центов. Центы. Посмотрим, к чему это приведет. В этом-то и заключается прелесть графиков. Позвольте мне обновить их, чтобы увидеть, где мы сейчас находимся и сдвинулось ли оно хоть на йоту с того места, где мы были. Таким образом, в настоящее время мы находимся на отметке 42 цента. Мы видим, что она стоит $42 8330. Сейчас наш рост составляет 7,3%, 12 и 14,6%. Это просто замечательно. И вот что я вам скажу. Мы будем продолжать следить за этим в течение всего сегодняшнего дня, леди и джентльмены, и вам тоже следует это сделать. Это будет сделано за меня, а не за финансовые советы от меня или кого-либо другого.